Здравствуйте, друзья! Сегодня посмотрим новую пирамиду, которую я нашел в Антарктиде. То есть комплекс пирамид. Вот я меточку поставил. То есть вот эта вот область. Сейчас покажу. Кто не видел мои предыдущие видео, я уже про это делал. Вот эта область, это все пирамиды. Многие находили это место, говорят, что здесь это горы так расположены, вулканы, рядами. Но это ошибочное мнение, это все комплекс пирамид. То есть здесь какой-то завод или перерабатывающее производство древних. Раньше береговая линия была вот здесь вот проходила, а это после потопа все затопило, и это все оказалось под водой. Но сейчас мы посмотрим пирамиду, которая сделала фотографии. Разберем. Вот она, вся эта область. Мы смотрели вот с этой стороны, сейчас с другой стороны зайдем. Посмотрим с другой стороны. Очень интересно. Не переключайтесь, сейчас откроем, будем смотреть. Так, вот смотрите, близко приближаешь, появляются какие-то очертания, то есть какие-то силуэты. Вот здесь этого я не стал смотреть, потому что здесь вот склейка фотографий, и получается там плохое изображение, то есть половина видно, половину не видно. Вот видите, линия идет, это склейка фотографий. То есть мы посмотрим вот эту вот соседнюю, и она побольше размером. И ее вроде как немножко получше видно. Вот она. А если близко приближаешь, все расплывается и ничего не видать. Но мы сейчас сделаем все по-хитрому. И посмотрим, что там от нас спрятали. Так, смотрите, берем отсюда и до ширину меряем. Получается 4350 метров, то есть огромная пирамида. А высоту, так, 6 километров 600 метров. Сейчас я вам покажу. Фотографии я уже сделал, обработал. Сейчас я вам покажу. Так, скриншот этой пирамиды. Фотографии я обработал, все вот эти координаты. И вот такая вот пирамида. Края, получается, нечеткий получилось, но середина прям отлично, хорошо видно. Так, давайте посмотрим поближе. Так, давайте вот снизу начнем. Вот смотрите, вот один кристалл, второй, третий, четвертый,
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. То есть очень много кристаллов. 15, 16, 17, 18, 19. Так. 20, 21, 22, 23, 24. Так, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот сколько много кристаллов на одной только пирамиде. Сейчас мы их посмотрим подробно. Ну, самые большие мы можем рассмотреть, маленькие мы не увидим. А вот эти вот большие мы можем даже померить их размер. Вот, потом вот здесь вот еще один большой кристалл. Вот этот можем померить прям размеры. Так, вот этот вот можем померить. Мелкие мы не увидим, они размытые получаются. И через воду их плохо видать. Ну, давайте сейчас посмотрим самые крупные и померим. То есть мы померили ширину 4300, высоту она 6600. Вот такая вот пирамида огромная. Так, давайте теперь сейчас померяем и посмотрим. Так, будем мерить вот этот вот кристалл. Вот этот вот. Какая высота, какая ширина. Причем он, смотрите, он вот сам кристалл, потом вокруг него идет аура, потом еще одна аура. Мы будем только мерить не ауру, а сам кристалл. Размеры только самого кристалла. Ауру не будем мерить. Ну, можно и ауру померить. Так, давайте сейчас глянем. Так, вот я приблизил поближе. Вот точечку поставил, где начинается кристалл. Вам может быть и не видно, мне вот видно, если я поближе приближаюсь к экрану. Так, вот он. Получилось 397 метров размер кристалла. То есть большой, высоту это. Вот, но если с учетом переломления воды 397 делим на коэффициент переломления воды 1,35, получается 294 метра. То есть не очень маленький такой, прям хороший кристалл. Вот, но это мы измерили по поверхности воды. Смотрите, теперь сейчас я это опускаюсь ниже поверхности воды. И вот он, его становится видно. Очертания. Так, вот получается угол. Потом вот так вот пошло вниз. Стоп. Вот опять острие. Сейчас я даже могу нарисовать его на поверхности воды. Сейчас новое измерение сделаем. Так, смотрите, вот один угол, второй, третий. Так. Это только сам кристалл меряю. Так, сбился. Сейчас поправим. Так, вот здесь немножко ушло.
То есть вот такой огромный кристалл. И еще вокруг него аура. Так, смотрите, получилось периметр 625 метров и площадью 13 540 метров. Вот огромный такой кристалл. Вот сейчас мы нырнем под воду. Камера, то есть под воду, получается, уходит. И вот видно его углы. Так, а вот аура идет. Так, давайте сейчас я замерю и сам кристалл, и еще ауру. Так. Так, я здесь соединять не буду. Так. Ну, то есть вот такой получается. В середине это сам кристалл, а вокруг него аура. То есть вот это вот сам кристалл, видимая часть, а это вокруг него аура, то есть кристалл в рабочем состоянии находится. Так, давайте сейчас вернемся и уже на фотографии посмотрим. То есть это я нарисовал то, что мы видим через воду. Вот так вот отодвигаю, вот он, кристалл. Так, вот он, вот этот кристалл мы измеряли. То есть огромный размеров. Вот, и здесь вокруг него аура. Вот. Но самое интересное, смотрите, здесь получается идет какая-то магистраль. Вот она, как типа трубы. Вот она проходит. Здесь огибает маленький кристалл, как типа заряжается. Потом идет вот сюда, проходит мимо вот этого большого кристалла, который мы измеряли. Вот, и идет вот по кругу. То есть получается как разгонный модуль вот этого большого кристалла. Маленький раскачивает большой. Или накачивает, как его, ну, разгоняет. Вот. Это получается рабочая древняя пирамида. Можем и маленькие померить, но их очень плохо видно. Практически не разглядишь. А вот большие мы можем померить. Вот можно вот этот померить. И вот этот вот тоже кристалл. Тоже огромный. И вокруг него аура. Давайте вот это сначала померим. Вот этот вот. Сейчас я его найду. Потому что очень плохо видно. Это вот фотография обработана, поэтому видно, где что расположено. А на оригинале там плохо просвечивается, но рассмотреть можно. Так, нашел я этот кристалл. Сейчас мы его померяем. Так, высоту 114 метров. Так, сейчас мы посчитаем по формуле, что это получается. Так, 114 метров разделить на 1,35. Это коэффициент переломления морской воды. Получилось 84 метра вот этот кристалл. То есть мы меряем-то по поверхности воды, то есть, а он находится на глубине 540 метров под водой. И вот учитывая через коэффициент переломления воды, то есть он не 114 метров, а получился 84. Ну тоже такой
не маленький, хороший кристалл. Так, теперь сейчас его очертания вам покажу. Так, поближе сейчас подвижу. Плохо видать. Так. Глубоко опустился. Так. Так, и смотрите, периметр 116 метров, а площадью 393. Вот. Но опять с учетом переломления воды это будет меньше размер, но все равно такой хороший получился кристалл. Вот я отдаляю, но его плохо видать. Вода мутная, но силуэт видно, вот он. То есть сам кристалл и потом вокруг него аура. Ну давайте сейчас я нарисую. Так. Так. Это у нас вот кристаллы рисую. Так, доводить до конца не буду. Так, будем ауру сначала тогда рисовать. Так. Это вокруг самого кристалла излучение идет аура. Так. Потом вот здесь еще одна ступень идет. Так. То есть несколько этих видно. Вот, а тут сам уже вот этот кристалл идет. Вот в этом месте сам кристалл. Так, давайте теперь сейчас фотографию, оригинал посмотрим. Так, вот они. Мы вот этот кристалл измеряли сейчас. Вот этот. Ну тут видно вот сам кристалл, потом вокруг него одна аура, потом вторая и третья. То есть вот как я вам нарисовал, так вот и получилось. Вот. Вот это обработанная фотография со спутника. Вот смотрите, все эти координаты, с какой камеры, с какой высоты, на какой глубине, то есть все это здесь указано. Вот, а это мы просто приближаем. Так, можем еще измерить еще какой-нибудь большой кристалл. Ну, да, кстати, я сделал вот эту область на 4. Пирамиду, получается, на 4 части разделил. Вот так вот сфотографировал, потом здесь, здесь и здесь. Можем их по отдельности посмотреть. Вот это все будет уже в крупных размерах фотографии. Но со спутника рассмотреть тяжело, потому что все расплывчато и мелкие предметы мы не сможем найти. А вот которые крупные, большие, их еще видать. То есть вот эти огромные кристаллы, их видно со спутника. А вот эти мелкие можно найти, но практически невозможно. А так их вот с фотографии-то видно. Так, давайте сейчас вот эти фотографии посмотрим, которые 4 я сделал. И рассмотрим там все в больших размерах, то есть крупнее будет все. Так, вот я другую фотографию включил. То есть это уже с другой высоты. Камера, получается, 4000, там было с большей высоты.
Вот. И тут уже покрупнее видать. То есть вот он кристалл маленький стоит. Так, вот этот вот мы кристалл измеряли. Вот он. То есть он сам кристалл, потом вокруг него одна аура, вторая, и потом еще вокруг него проходит магистраль. То есть получается, через него идет какая-то, видать, жидкость, заряжается, вот, и куда-то вот уходит. Вот здесь дальше идет. Вот здесь тоже так же вот турбопровод какой-то идет. Мимо вот кристалла проходит, уходит вниз. Здесь обратно возвращается, вот сюда пошла. Вот он, турбопровод. Здесь вот проходит. Здесь ходит вокруг маленького кристалла. Уходит дальше. И уже проходит вот большой. Мы это тоже измеряли. То есть от него получается маленький разгоняет большой кристалл. Так, вот тоже кристаллы стоят. В общем, шикарная такая пирамида. Все, вот они координаты, с какой мы высоты смотрим. Сейчас посмотрим теперь другую, которая правее. Так, теперь мы правее передвинулись. Это фотография уже тоже с другой высоты, и здесь уже изображение получилось крупнее. Вот они, кристаллы. Здесь вот тоже интересно. Здесь вот тоже, смотрите, магистраль какая-то идет. Вокруг кристалла обходит, заряжается и уходит еще куда-то. Вот тоже какая-то замкнутая магистраль. То есть турбопроводы и как типа разгоняют, что ли, кристаллы. Или может быть кристаллы разгоняют жидкость. Как типа ускоритель частиц. О. Вот кристалл. Так, давайте теперь глянем на следующую. То есть у меня сейчас 4, вот это одна общая фотография, и сейчас ее разделил на 4 части. Вот и мы сейчас вторую смотрим, сейчас еще посмотрим. Так, вот третья часть, это получается справа верхняя часть, вот где большой кристалл квадратный. Вот здесь вот еще один кристалл, вот маленький кристалл. Вот, но при приближении, видите, очертания, то, что рядышком расплывается. Вот давайте теперь посмотрим следующую, то есть получается верхняя с левой стороны. Так, это вот другая фотография. Смотрели сейчас предыдущую справа, а теперь вот смотрим верхнюю слева. Вот он, это опять этот большой квадратный кристалл. Вот этот кристалл мы измеряли. Вот маленький. Так, давайте теперь посмотрим общую картину. Вот, мы сейчас посмотрели вот эту часть, потом вторую справа, потом третью тоже справа, только верхнюю, и последнюю, четвертую, вот эту часть посмотрели. То есть вот этот мы видели кристалл и квадратный большой. Вот такая вот пирамида интересная. Мы все померили, все посмотрели. Вот. Подписывайтесь, будет еще много интересного. Посмотрим еще следующие пирамиды, которые находятся под водой на глубине 554 метра. Вот. Это фотография с большой высоты, поэтому здесь все мелко. Камера расположена 12271 метр. Вот, поэтому тут все мелко. Ну, я крупную фотографию вам показал. Но там уже
плоховато видно края. То есть вот середина четко прорисовывается, а края получается размыты. До новых встреч!